Ребятушки, всем огромнейший привет! Продолжаем наконец-таки наши приключения. Так, я Катюш погладила, поэтому шерсть Катюша тут рядом лежит, тоже всем передает привет. Я тут быстренько все дела свои сделала, там по магазинам все такое. И сразу к вам на стримчик. Вот. Ну, сегодня будем стараться все это дело зафиналить. Так что так, ладненько, я надеюсь, вы приготовили вкусняшки, чай, кофеек. Я буду тогда нас уже на игру переключать. Так. Оба. Так, я единственное не сделала одну вещь. Я не подрубила джойстик сейчас, ребятушки. Но он у меня рядом, так что все хорошо. Я уползу, его включу. О, все, подрубился. Сейчас. Отползаю. Так. Все, вроде бы меня видно, все хорошо. Ну, по звуку я ничего не меняла с прошлой трансляции. Вот. Так что должно быть все тоже, ну, как и было. Я сейчас только в тестовом окошке свою трансляцию обновлю, ну, чтобы проверить, что все точно хорошо. Такс. Ну, вроде как все точно хорошо. Ладненько. Давайте с вами вспоминать, что мы делали. Мы приехали с вами в Ралабад. О, вот так. Думаю, в чем дело? Я не переключилась на этот экран. Так, единственное, меня чуть парит, там было написано 22:30. Или это мы нормально все. Я думала, что мы вообще до 11 играли. Все отлично. То есть мы только с вами прибыли сюда, и давайте осматриваться. Ну, кстати, мне эта локация очень нравится. И такой спойлер, персонаж, которого мы встретим, это один из моих самых любимых персонажей в игре. Феликс Сметана. Ну, это как я вам в первой части, на первом стримчике говорила, очень классно, что картинки сделали объемными, и поэтому можно вот хоть немножко, ну, как-то, знаете, осознать лучший объем. Плюс какие-то моменты дорисовали, ну, вот, например, как во «Владилене» тупиковую улицу. Мы понимаем, почему Кейт там не шла дальше. Вот. В классике это у нас все-таки был просто, ну, такой, как это, в опасити, в блюру ходил. Край улицы. Так. Да ё-моё, у нас стрим не начался, а уже тарабанит. Алло? Кей, чем вы там занимаетесь? Мне нужны новости, результаты, в конце концов. Конечно, мистер Марсон. Мы все в этом заинтересованы. Я делаю все, что в моих силах, но пока что новостей нет. Кейт, вы, похоже, не понимаете, насколько это срочно. Игрушки по всему свету стоят у меня над душой и капают на мозги. Я не могу так долго вешать им лапшу на уши. Вы ставите нашу фирму в крайне неловкое положение. Мне очень жаль, но мне пришлось сильно изменить первоначальный план. Мисс Уолкер, вы ходите по минному полю. Сколько можно повторять, что это контракт первостепенной важности? Первостепенной. Вы поняли? Я прекрасно понимаю, мистер Марсон. Поверьте, я делаю все, что в моих силах. Но это действительно трудное задание. Обо всех трудностях будете рассказывать, когда вернетесь домой. Когда я в следующий раз позвоню, будьте любезны рассказать мне что-нибудь существенное. Ясно? Да, мистер Марсон. Бедного мистера Марса на контрасте хватит. Так, сейчас я помогу Китюше, она тут закапывается. Плед. Я иногда думаю, это что за лиса, не знаю, или там какое-то норное животное, но не кошка у меня. Потому что она обожает закапываться. Нет, ну летом, когда там совсем жарко, она так себе закапывается. А вот сейчас как раз прохладно, хотя вроде батареи. Но я открыла окошко, чтобы интересно было. Давайте просто глянем одним глазком на станцию.
Интересно локации просто рассмотреть. Ага. Я понимаю, конечно, что нам пока она не нужна, но это... Ну, просто посмотреть хочется. Ну, кстати, классно. Вот эти вот мне нравятся, ну, кованые такие, витиеватые, не знаю, опоры, фонарики. Такой туман, полумрак, сумерки. Ну, прикольно. Такс. Ну, вот только табличка, где Аралабад написан, мне кажется, они шрифт выбрали такой. Не все смогут быстро прочитать. Слишком много загогулинок. О. Красиво. Красиво нарисовали, и прикольно то, что тут понятно какой-то а-ля туман, и как раз таки туман, свет из окон из-за тумана немножко такой мягкий, рассеивающийся. Так, топаем. Кайзерслаутерне не все там ему удавалось, и вот сейчас он отдан в аренду в не самый сильный английский клуб Болтон. Зидан, молодец. Зидан, он сказал? Я знаю, Зинедин Зидан, футболист. Зидана по центру в штрафную врывались и НЛК, и Пяти, но смотрим повтор. Он, я думаю, не рад. Четко. Добрый день, сэр. Добрый день, мэм. Добро пожаловать в отель Кронский. Меня зовут Феликс Сметана. Я полагаю, вы не бронировали номер, верно, да? Но неважно. У нас есть несколько свободных номеров с видом на море. Так что вот пока что самый лучший вот это. Простите, я вообще-то не собираюсь останавливаться в Аралабаде. О, как! В таком случае, чем могу быть вам полезен? Об этом сегодня писали газеты, и в газетных интервью... Так, ну давайте представимся сперва. Позвольте мне представиться. Меня зовут Кейт Уолкер. Я юрист и действую по поручению крупной юридической фирмы в Нью-Йорке. Я расследую одно очень деликатное дело о наследстве. Рад познакомиться, мисс, как вы сказали, Колкер? Уолкер. Ха-ха. Феликс Сметана, к вашим услугам. Я работаю администратором этой гостиницы. Между нами, мне, знаете, часто приходится выполнять роль управляющего. Но, увы, теперь наша гостиница уже не та, что прежде, уже война. Гостиница просто великолепная. Это старомодная роскошь. О, вы еще не видели наших номеров. Ха-ха. Вот уже больше 100 лет здесь жили знаменитости со всего света. Хотите номер получить? Нет, большое спасибо. Я не собираюсь здесь останавливаться. Мне назначена встреча. Ага, понимаю. Что ж, в таком случае ничем не могу вам помочь. Такс. Ну, давайте с задачей, наверное. Я бы хотела поговорить с одним из ваших постояльцев. Знаете что, это крайне нежелательно. Вот так. Ни один из постояльцев не предупреждал, что ждет посетителей. Вы не можете появиться просто так. У нас очень строгие порядки на этот счет. Не, в наши дни, знаете, хорошая гостиница не может себе позволить пускать всяких там, знаете, непрошенных гостей с улицы. Не. Пожалуйста, мне просто необходимо с ней поговорить. Это очень важно. Если бы это было настолько важно, вы могли бы предварительно позвонить сюда. Вот так. Логично. Люди приезжают сюда отдыхать. Знаете ли, они ищут уединения. А этого не так легко достичь в наши дни. Не буду вас больше задерживать, мэм. Все, до свидания. Все. Честно говоря, если бы я могла позвонить, я бы позвонила. Но я не могла. Пожалуйста, сэр, не могли бы вы сделать небольшое исключение? Не. Сударыня, в нашем отеле ни для кого не делают исключения. Все, желаю удачи. Все, до свидания. Пытался нанести удар поворотом, Сударыня, не. не получился. Ну, Зидану 29 лет. А Браганца, если... Вы не подскажете, не появлялся ли здесь некий Ганс Форальберг? Это в качестве постояльца или как? Да-да, как постоялец. Сожалею, мисс, но реестр постояльцев строго конфиденциален. Ну, пожалуйста, это ведь не государственная тайна, в конце-то концов. Ну, а если я вам покажу список, что я получу взамен от вас? Мою искреннюю благодарность. Ничего другого я не ожидал. Как говорят французы, адьё, мадам, шерше ля фам. Все, до свидания.
Адьё, мадам Шершеля Фа. Я говорю, я обожаю этого персонажа. Давайте все диалоги с ним поговорим. Боже мой, мне так нравится, как его озвучили. Я так рада, что озвучку не поменяли, потому что это вот единственный персонаж, за которого я переживала в ремастере, чтобы, ну, ничего не поменяли. Из этого я делаю заключение, что знаменитая певица Елена Романская живет здесь, в этой гостинице. Ага. И что ж тогда? Не могли бы вы передать ей, что мне срочно нужно с ней поговорить? Это очень важно. Ага. А вы что, ее родственница, не? Что вас связывает с этой леди? Ничего, я с ней даже не знакома. Пожалуйста, передайте ей, что нам надо увидеться. Вы меня, по-моему, не расслышали. Да, мадам Романская, наш привилегированный клиент. И я крайне сомневаюсь, что она будет разговаривать с незнакомцами, которых приносит приливом. Мне нужно только поговорить немного, и я уйду. Обещаю. Знаете, я прошу прощения, но я не могу позволить, чтобы по гостинице ходили посторонние. Только постояльцы и их посетители. Все. Заведение нашего класса должно заботиться о своих клиентах. Вон табличка привинченная. Наша гостиница подобна крепости, оберегающей постояльцев от незваных гостей. Все. Мир велик, мисс. А на его дорогах встречается немало неприятных личностей, норовящих злоупотребить чужим гостеприимством. У нас вчера коврик сперли. Обычно я путешествую на механическом поезде. Здесь случайно нет станции поблизости? Сюда можно доехать на поезде? А как же, конечно, есть. А разве вот это не ваш воздушный шар, я видел это, разорванный в саду у гостиницы, лежит? А, да, дирижабль. Это другое дело. Я его одолжила, чтобы вернуться в Эрлабад. Вот, ну, знаете, это мне не так важно слышать, но вам лучше убрать его как можно скорее. Вид газона с подобным украшением в кавычках может не понравиться нашим постояльцам. О кавичках. Сэр, Как боюсь, мне рукавичка. нужна ваша помощь. Простите, мисс, но я оказываю услуги только постояльцам гостиницы и за наличные деньги. Дело в том, что, помогая мне, вы одновременно поможете одному из ваших любимых постояльцев. Мисс, меня не так легко обвести вокруг пальца, я вам не дурачок. Даже вокруг такого очаровательного пальчика, как ваш, вы меня не обведете никогда. Короче, крепость неприступная. У нас Что ж, Феликс. в любом случае, спасибо. Ага. К вашим услугам, мисс. Адьё, Шершеля Фа и все такое. Ну что, ребята, а сейчас мы будем немножко шкодить. Пакостить. Такс. Опс. Кстати, немножко подвисла. Первый раз, по-моему, вообще за все время. Ой! Там, по-моему... Мне неловко беспокоить вас снова, но мне... Да, и думать об этом забудьте. И вообще, все двери в гостинице закрыты на замок, все, никого нет, все. Все ушли на фронт, нет, никого нет. Зачем вы мне это говорите? Просто так, на случай, если вы тут ходите вокруг, вот и все. Времена меняются, мисс. А нам необходимо обеспечить, видите табличка, безопасность наших постояльцев. Незваным гостям, равно как и песку и морской соли, вход в гостиницу запрещен. Все, у нас 2 стула пропало позавчера. Понятно. Что ж, спасибо за теплый прием. Что ж, в любом случае, спасибо. Ага. К вашим услугам, мисс. Так. 2 стула пропали. Потом что-то там еще, он говорил, сперли. А вот это что у нас? Ага, вот, я вот это читала, но нечаянно не туда жмякнула. Отель Эдинор, отель Кронский. Отель Эднюр. Эднюр – это сеть отелей с многолетними традициями. Самый первый Эднюр был открыт в Париже в 1928 году. Сейчас наши престижные отели можно найти в любой европейской столице. Вам предоставляется уникальная возможность поселиться в историческом центре города, в старинном дворце или роскошном особняке. Все здания полностью отреставрированы, и великолепная старинная архитектура сочетается в них с комфортными современными апартаментами. Так. Отель Эднюр идеально
идеально расположены для знакомства со столицей. Вы откроете для себя красоту национального архитектурного наследия и насладитесь исключительным комфортом и высочайшим уровнем обслуживания. Великолепный отдых вам гарантирован. Пребывание в отеле Эднюр станет для вас незабываемым событием. Вместо просто остановкой в пути. Очарование каждого уголка в сочетании с неповторимой атмосферой вы будете надолго сносить в своей памяти. Наверное, носить в своей памяти. Дополняет впечатление лучшие блюда национальной кухни, которые всегда готовы предложить гостям наши искусные шеф-повара. Сегодня группа Эднюр насчитывает 15 отелей уровня от 3 до 5 звезд, расположенных по всей Европе. Несколько отелей Эднюр по всей Европе перечислены по номеру. Вот смотрите, а тут написано Эденор, а вот тут Эднюр. Настя, приветик. Нет, мы только вот стартанули, прилетели, и я еще осматриваюсь. Так что вот буквально вот-вот. Так что еще ничего совсем не пропустила. Приятного просмотра. Короче говоря, мне кажется, что с русским переводом они кое-где накосячили. Ну, я читаю, например, и я как бы логически уже там какие-то слова достраиваю в голове. А оказывается, вот как вот тут тоже что-то я читала. Вот, например, вот это предложение. Очарование каждого уголка в сочетании с неповторимой атмосферой вы будете надолго сносить в своей памяти. Но так же ж не говорят вроде бы. Ну, носить в своей памяти. Или останется в вашей памяти. Ну, короче, есть какие-то такие моменты в переводе. Если вот присматриваться, ну, такие ляпы. Вот как тут, вверху написано Эднюр, а тут в самом последнем абзаце Эденор. Ну, короче говоря. Так, а вот этот вот номерок, я не знаю, мне кажется, мне его надо записать. Здесь вроде такого сервиса, как автоматический набор, номера нет. Так, я себе все отметила. Так, ну что, теперь мы немножко... Ага, вы видели фрезинок? Второй фрезинок. Так, странно. Прошлые все локации у нас очень плавно шли. Прям. А тут я подхожу к этому месту. Вот тут был небольшой фриз, то есть задержка, а потом дальше она пошла. Но красиво отрисовали. Красиво, объемно, и я повторюсь, очень прям, ну, круто, что можно рассмотреть. Так, разворот, Кейт. Я еще Валик из Комсомольска не послушала. Сразу такие бурбалки, как будто джакузи включили. Такой звук. Сделали свое черное дело. И теперь идем бедного Феликса обрадуем. В кавычках, как он говорит. Бедный мой. Сэр, Так, это снова вы. Послушайте, знаете, вы зашли уже слишком далеко. Слишком далеко. Предупреждаю, появитесь еще раз здесь, и я... Да что же это там, черт возьми, творится? Да там такого же еще не хватало, чтобы у меня и так полно работы, понимаете? Да что ж такое? На таком ложном автомате он передачу сделал неточно. Вот Thierry Henry на ваших экранах из-за... Кулаки даже сжал. Бум-бум-бум-бум. Насупился. А тут двери такие вертушкой. Так, ну во многих торговых центрах. Я что-то только заметила это. Пенная вечеринка. Достижение в Steam. Так что, видите, мы с вами это шоу для гостей устроили. Именно Франция, как чемпион мира, открывает Так. новое мировое первенство игрой с командой Сенегала. Читать. Елена Романская, посетительница, карта. Ага, нам нужен код, наверное. Валерий Карпин на ваших экранах. Наши, наконец, перешли на Так, половину стоп. поля французов. Анопко подключается. Справа от него Даев. Ну, в общем, та расстановка...
Так, тут мы вроде как-то в оригинальной версии какой-то код смотрели, или не кажется? А, хорошо, а если я хотя бы какой-нибудь код запишу? Ганс Форальберг. Статус проживающий. А, ну это отъезд у него был. А Елена Романская не без... А, короче, смотрите. Я просмотрела. Елена Романская у нас была 10.01.82. И вот 06.05.81. Отъезд, прочерк, проживающая. А, там она была посетительница, проживающая 12.70. Все. 12.70. Хорошо. Такс. А это у нас что за... Хорошо, 12. Или нам нужно все активировать? Так. Мгм. Это вот этот вот эпизод новый. То есть раньше, по-моему, мы вот в панельке ничего такого не тыкали. Не, ну, из мини-игр а-ля новых, которые прибавились, на данный момент, наверное, на первом месте, условно, по сложности, уединенное пристанище. Это достижение в Steam. Блин, ну красота. Короче, по сложности, та, что у нас была в владелении, когда мы на кладбище пришли в часовню, где мы перфокарту, ну и то, там в целом было легко, но все равно. Потом, наверное, вот это вот, и которая у нас была в этом, как его называют, в Комсомольске, где мы просто шифр по платьям подобрали, это я на 3-е место поставила. Элина, приветик. Спасибо большое. А я сегодня планирую прям вот до финала будем играть. Ну, не знаю, сколько займет. В принципе, не так много, я думаю. То есть этот стрим будет короче. За прошлый стрим мы закрыли, можно сказать, там 3 локации, а тут у нас получается, ну, 1,5. А Релабад, вот курорт, и в Комсомольскую возвращаться. Ну, короче говоря, до победного. Вот. Приятного просмотра. Но отрисовали красиво. Текстуры, я говорю, над текстурами хорошо поработали. То есть все такое вот. Честно говоря, я бы с огромным удовольствием огромным, сейчас бы тоже в какой-то такой, знаете, старый курорт бы отправилась. Особенно тут вот такой огромный бассейн. Это просто особый какой-то вайб. Ну, крутой. Вот так вот отдохнуть. Ага. Это товарищ Оскара, так сказать. Привет. Добрый день, мисс. Ты бармен в этом отеле? Меня зовут Джеймс, мисс. Джеймс – автоматический слуга. Я не бармен и не имею отношения к отелю. Извини, я не хотела тебя обидеть. Если вы не возражаете, мисс, я хотел бы попросить вас в дальнейшем использовать термины более аккуратно. А он, по-моему, заноза похлеще Оскара. Ты когда-нибудь слышал о мистере Форальберге? Это имя мне знакомо. Правда? Так ты знаешь Ганса Форальберга? Не могу этого сказать, мисс. Мадам запретила мне говорить о нем и даже упоминать его имя. Почему? Ностальгия, грусть, предписание врачей. Называйте как хотите. Этого разговора не было, хорошо? Мадам очень рассердится, если обнаружится, что я знаю об этом. И вы тоже знаете. Не беспокойся, буду молчать, как рыба. Ты хорошо знаешь мадам Романскую? Я служу мадам с момента изготовления. Тогда ты, наверное, немало повидал. Наверное, было интересно ездить с этой леди по гастролям, быть на всех ее концертах. Вы ошибаетесь. Мадам понадобились мои услуги уже после переезда в отель Кронский. Проводи меня, пожалуйста, к Елене Романской. Только не сейчас, мисс.
Мадам все еще на пирсе, любуется прибоем. Так, Мадам прекрасно знает, что в это время года я не отважусь поехать на пирс. Сочетание соленых брызг и песка губительно действует на мой механизм. Слышите, как воет ветер? Мы здесь называем его соляным ветром. Рано или поздно он нас всех сведет с ума. ну попробуй хоть раз. Нет, я останусь здесь и буду ждать, пока не понадоблюсь мадам. Она иногда так непредсказуема. У нее бывают такие резкие перепады настроения. Мгм. Ну, то есть, ребята, делаем вывод, что Ганс общался с Еленой. Может, у них даже был роман, раз она, видите, так это бурно на него реагирует и как-то это... Плюс он для нее смастерил автоматона. Ну, вряд ли он бы для Быково такой сложный механизм мастерил, как Оскар. Это, ну, время, силы. Меня зовут Кейт Уолкер. Рад познакомиться, мисс. Вы приехали сюда не для лечения, не так ли? Нет, я ищу мадам Романскую. Я с удовольствием предложу вам чаю, когда мадам вернется с прогулки. Я не хочу навязываться. Может быть, твоя хозяйка не захочет пить чай в моей компании? Мадам любит жаловаться просто так. Поверьте, она любит гостей. В таком случае спасибо за приглашение. Я ищу мадам Романскую. Ты не знаешь, где ее найти? С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут мадам Романская совершает свой ежедневный моцион по набережной. Чай подается ей в номер к 17 часам ровно. Можно ее повидать? Как вам будет угодно. Только не простудитесь на ветру. Молодец, как кому это угодно. Ну, иди, тебе надо, ты... Ты знаешь, где находится Комсомольск? Я оставила там поезд вместе с машинистом. Представляешь, он автомат, как и ты. Вы даже похожи. Во-первых, я не знаю, что такое Комсомольск. Во-вторых, я никогда не ездил на поезде. В-третьих, существование автомата, столь же сложного и совершенного, как я, представляется мне маловероятным. Мадам всегда говорила, что я уникален. Знаете ли, редкий подарок от ее бывшего почитателя. Но вы действительно похожи. Ты знаешь, я без него скучаю. Почему же здесь нет ни его поезда? Я не позволю мадам Романской пользоваться общественным транспортом. Это долгая история, но, надеюсь, я его скоро увижу. Подобная привязанность весьма трогательна, мисс. Я ухожу, Джеймс. До встречи. Буду рад снова увидеть вас, мисс. Короче, я не знаю, кто больше зануда и заноза, Джеймс или Оскар. Но мне кажется, Джеймс бы раскрылся и было это похлеще Оскара. Так. Код у нас какой был у Елены? 1270, по-моему. Я нажала? Не похоже, что эта штука работает. Ага, кнопочки повыдирали. Так мне интересно, если они тут кнопочки повыдирали, то как постояльцы вообще что-то вводят? Ну ладно, идем осматривать. Ну, здорово. Тут ракурсы немножко другие, ну, чем в классике. И можно хотя бы, знаете, рассмотреть, что, как и откуда, какая тут планировка. То есть вот такой общий зал. Ну, видите, везде плитка, ну это логично. Мрамор, плитка. Потому что, ну, камень, мрамор, плитка. Вот стекло. Все-таки здесь очень много воды. Что внутри, ну, как бы санатория, бассейны вот эти. Там их целая сеть. Что как бы снаружи и море получается, и ветер соленый. О, кнопочка. Бокал. Все вроде бы. Так, сейчас проверю. Да, все. Так, ну можно поддать газку и побежать. Так, давайте все. О, тут, кстати, букет другой. Заметьте, нам до этого попадались цветы. Они, по-моему, плюс-минус однотипные букеты.
такой же стоит в холле гостиницы. А вот этот, это новый какой-то. Угу. Я так думаю, что нам надо в это вот помещение с вами. Ну, на моей памяти, по крайней мере. Так, что тут у нас еще есть? Джакузи. Угу. Ну, мы его просто обошли. И сделаны вот ну, поручни в самом бассейне, то есть вот техника безопасности, чтобы постояльцы могли даже в бассейне, там, если что, к бортику подплыть, опереться. Молодцы. Так, ну, у нас есть пока только циферка. Сюда, я думаю, нам рано. Так, хотя я посмотрю все. Ладно, давайте я все возьму. Сюда нам, мне кажется, рано. Так. Угу. Я нифига не запомнила. Я надеюсь, что это не фатальная ошибка. Ладно, если что, прям на край стрим перемотаю, просто на втором окошке. И почитаю, что там написано. Так, циферка. Ну, наверное, сюда нолик. О. Так, стоп. Значит, у нас было 12,70. 12,70. 12,70. И тут еще восьмерки не хватает. Вот черт. Нужно найти другой выход. В смысле, это чего? У нас все хорошо. Все хорошо, потому что, ну, что-то же открылось. Если бы не было результата, то тогда она бы могла ругаться. А так, по-моему, это раздевалка или что-то такое. Так, да, раздевалка. И вот, ребята, значит, второй код, который нам нужен, 0968. 0968. Ну, красивый вот этот вот, ну, билетик, карта клиентская, клубная, ключ-карта. Так, ну, теперь потопали. Ну, видите, зато какая технология. То есть мы там вводим... так, она застряла. Мы там вводим значения там числовые, а тут двери автоматически открываются. Ну, логичнее было бы возле самой двери, чтобы, не знаю, какая-то вот такая замочек был, чтобы карты проводили, но это... Так, у нас с вами... 0968, ребята. А 8-то нету. Погнали искать. Я краем глаза видела, что у нас есть некоторые изменения в этой части. Так что потопали. Во-первых, пар пошел. А во-вторых, у нас тут... Простите, что мешаю. 8. Думаю, стоит пойти ферзем вот сюда. Если только... Извините, я вас побеспокоила? Нет, тогда получается шах в 2 Им хода. вообще, по-моему, до барабана. До фени, вот по если барабану. атаковать слоном, вот так. Хороший ход слоном еще никому не помешал. Ладно, не буду вас больше отрывать. Так, ну вот тот, который в шапочке, на самом деле, он молодец, потому что он соблюдает санитарные нормы. Я не знаю, конечно, как везде, но, по крайней мере, у нас в Беларуси, когда ходишь в бассейн, это обязательно. Даже, не знаю, там, если человек лысый, то все равно он шапочку одевает. Мы их сварили, как раков. По-моему, мы поддали... Видите, пар пошел. То есть мы поддали газку, и мы сварили бедных дяденек, мужчинок, и они стали раками. Они же еще и завопили, когда вылезали. Так, я надеюсь, мы там ничего им не обварили. В Орелабаде Кейт просто у нас какая-то проказница. Во-первых, мы Феликсу
подосрали, так сказать, немножко, потому что фонтан бухнули мыло. Не, ну, конечно, с одной стороны, кажется, что это шалость такая себе, но с другой стороны, мы же не знаем, как долго, во-первых, будет этот Феликс вымывать эту пену всю из фонтана, а во-вторых, как эта вот вода с пеной повлияет на сам фонтан. И тут сейчас она просто сварила людей, она вообще пробралась незаконно на территорию. Ой. Короче говоря, она у нас вообще проказница. Так, 09, 68, 09, 68. Не похоже, что эта штука В работает. смысле? 09. Или там что-то еще было? 68. Я, видимо, не туда нажала куда-то. Я и подумала, странно. Так, респиратор нам нужен. Мне не нужен лишний груз. В смысле? Нужен? Иди. Потому что там соленый ветер, и нам уже рассказывали о том, что забытые воды Арлабада. Картограф. Исследовать Сибирь полностью. Достижение вылезло. Так, ребят, я понимаю, что нам, наверное, сюда бесполезно и ходить, но я хочу пройти, чтобы посмотреть, локации. Говорю, очень классно, что они все перерисовали, и можно, посмотреть, что тут и как. О, наш дирижабль. Я понимаю, почему на самом деле Феликс ругается, говорит, уберите. Ну, представьте, у людей был крутой вид на горы, а тут крутой вид на какой-то старый разваленный дирижабль. Нет, я согласна, да, что Кейт, она у нас, конечно, ничего такого не делает, но это так, по сравнению, ничего, особо никаких пакостей. Хотя по мере того, как у нас... тут вообще круглое окно, прикольно. Как у нас будет раскрываться весь сюжет, там 2-я часть, 3-я, вот 4-я, Кейт у нас все больше и больше это там что-то доделает. То есть если до этого она, знала, что вот там у нее есть мама, Дэн, подруга, она работает в фирме, у нее там все по правилам, поработала, там сходила с Дэном по каким-то там гостям, все такое, как-то более такая была размеренная жизнь, то сейчас у нее прям экшен пошел. Сергей, приветик, рада видеть, приятного просмотра. Мы тут, часть уже заданий в Арлабаде сделали. О, птички летают у меня в окошке. Но мне кажется, что самая веселуха начнется чуть-чуть попозже в Арлабаде. Я не спойлерю. Отрисовали все красиво. Красивенько, современненько. Кстати, облака летают или нет? Нет. Вот косяк, облака не двигаются или двигаются. Хотя Нет, двигаются, ребят, нормально. Если вот так долго смотреть, то как будто дымок вот такой, все хорошо, просто медленное. Это, по-моему, во второй, да, части она это? Да, во второй. По-моему, во второй части тоже такой спойлер, там же вроде как и Борюсик у нас в космос не улетел, которого мы отправляли со спущенными штанишками в прошлой части. А тут уже ветер в уши, но я не знаю, надеюсь, я вам звук нормально поставила и слышно. Вторая часть, надо будет в нее поиграть. Кстати, во-первых, во вторую часть я очень давно играла, потому что я вам рассказывала, что с ней есть сложности. То есть там что-то с FPS, его надо ограничить. Я читала вот в Стиме на форумах, у меня есть эта игра в Стиме, но просто-напросто, обычно персонажи идут условно так медленно, а там что-то такое случилось, что они так быстро идут и быстро говорят. То есть надо как-то что-то там ограничить. Я обязательно разберусь с этим. Может быть, кстати, я не слышала новостей по поводу ремастера второй части. Вроде ничего не выпускали. Но мы можем в любом случае с вами пройти, потому что я уже начинала. То есть, во-первых, я эту часть, вторую именно часть, я очень давно не играла в нее, поэтому я, правда, уже сюжет мало помню. Если в первую я переигрывала очень часто, так как технически она нормально шла, без всяких танцев с бубнами,
то вторую нет, я уже практически не помню. Это раз. Ну, во-вторых, зима, она как раз у нас зимняя. И в-третьих, вот круто после ремастера будет во вторую отправиться. О. Так что я думаю, что во вторую тоже надо поиграть нам с вами. Ну, красиво они все нарисовали. Молодцы. Можно вот так вот подвигать чуть-чуть. И, кстати, сейчас же, по идее, там сколько? Часика 4 условно, но в целом похоже. То есть еще светло, но уже зажглись фонари и ну, сумерки начинаются небольшие. Так все. Простите, вы мадам Романская? Елена Романская? Кто вы? Что вам угодно? Прошу прощения, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Кейт Уолкер. Я здесь по поручению Фрэнка Малковича. Малкович? Ох, старый пройдоха. Вы его родственница? Не совсем. Он хороший друг моей мамы. Он сказал, что вы живете здесь, в Аралабаде. Я юрист из Америки. Чему обязана вашим визитом? Вы проделали такой путь, у вас, наверное, важное дело ко мне. Да, вы правы. У меня к вам одно очень деликатное и очень срочное дело. Я только что из... Позже, моя дорогая, позже. У меня немного болит голова. Эти респираторы так сдавливают голову. Не могли бы вы сходить за моим лакеем? За лакеем? А, конечно. Так вы снова здесь, это самое... Да как вас ноги сюда ваши принесли? Убирайтесь отсюда немедленно, чтобы глаза ваши... Простите, но мне просто необходимо. Госпожа Романская, да, мне очень жаль. Вот эта подлюка ухитрилась проникнуть к вам. Я не виноват. Я был крайне бдительный, но, уверяю вас, госпожа Романская, этого больше не повторится. Мы сейчас же выставим ее отсюда. Надеюсь, она вас не слишком побеспокоила, не? О, Феликс, прекрати рычать на девочку. Она моя гостья. Так это ваша гостья. Но это невозможно. 3 часа назад эта нахалка даже не была с вами знакома. Хватит, Феликс. Еще немного, и я рассержусь. Да, госпожа Романская, я вас умоляю. Эта маньячка уже была здесь и пыталась разрушить фонтан, если бы не... Я сказала, хватит. Будь любезен обращаться с мисс Уолкер со всем подобающим уважением. Не трогай ее и прекрати кричать. Я ясно выразилась, господин Сметана. Да, совершенно ясно, госпожа Романская. Примите, пожалуйста, мои извинения. Вот так-то, Феликс. Можешь идти. Бедный Феликс. Он-то, по сути, свой Спасибо, что заступились, мадам Романская. Мне так стыдно, что я причинила вам неудобства. Глупости, детка. Я с подобными вещами сталкивалась в жизни не раз и не два. Будьте любезны, позовите Джеймса. Разумеется, мадам. 1 минуту. Но эти респираторы у них, конечно, такие здоровые. Можно было бы уже... То есть, допустим, даже Ганс, он соорудил Джеймса, такой сложный механизм, и, может быть, для Елены бы придумал какой-то, раз она тут уже на постоянке живет, какой-нибудь такой, не знаю, респиратор более, скажем, удобный. Вот. Вот очень жалко, да, что у старых игр вот такие вот какие-то проблемки есть. И классно, когда их ремастерят. Я еще в Нострадамус хотела поиграть, но там проблема не с FPS-ом. Там, короче говоря, на этапе, меню. То есть, когда ты нажимаешь первое самое вот это менюшка, где там новая игра, настройки, все такое, там все пункты вот так вот разлетелись во все стороны, не нажимаются. Я тоже так расстроилась, хотела поиграть. Я в школе, когда училась, мне она нравилась. О противогазах, потому что здесь аномально какая-то соленый воздух. То есть море и соль, может быть, какие-то еще залежи солевые, я не знаю. Но, короче говоря, ветер, он прям поднимает пыль и вот эту соль,
и поэтому они ходят в респираторах. Но тоже, конечно, вроде курорт, оздоровление, а вот такой нюанс. Да, вот. Элина. Сильный, пыльный и соль. Феликс тоже говорил, что ни пыль, ни соль, ни незваные гости в отель не проникнут. Мне не нужен лишний груз. Да ё-моё. Ну, положи тогда. Вот. Но вообще странно, что они вот действительно до сих пор не придумали более комфортное что-то такое. Потому что эти респираторы такая бандура огромная. Джеймс, чего ты ждешь? Только не надо говорить, что ты и в этот раз звонка не слышал. Звонок был, но снаружи очень ветрено, не так ли? Да, немного. Ну и что теперь? Мадам не понимает. Она утверждает, что автомат не нуждается в защите. Но мой механизм страдает от соли. Я боюсь выходить наружу. А если я дам тебе свой респиратор, это поможет? Несомненно. О. Да ё-моё. Эти звонки каждую секунду. Привет, котенок. Ну как, ты встретилась с этой романской? Что она из себя представляет? Она помнит Фрэнка. Привет, мам. Я ее видела. Она и правда живет в Арлабаде. Поблагодари Фрэнка за меня, ладно? Я ему все передам, солнышко. А как тебе этот Арлабад? Может, нам с Фрэнком туда смотаться как-нибудь? Это морской курорт, мам. Точнее, это когда-то был курорт. Он тебя разочарует. Может быть. Так когда же ты возвращаешься? Закончились, наконец, твои дела? Еще не совсем, мам. Я ищу наследника, чтобы оформить эту дурацкую сделку, и пока не нашла. А романская мне по другому вопросу была нужна. Слушай, зайка, по-моему, ты чересчур увлекаешься. Почему бы тебе просто не вернуться и не сказать боссу, что никакого наследника нет, а ты сделала все, что смогла? Хочешь, я сама ему позвоню? Мам, ну пожалуйста, не вмешивайся. Мне платят за то, чтобы я нашла Ганса Фуральберга. К тому же это мне самой нужно. Нет, все-таки иногда ты такая же упрямица, как твой отец. Только не жалуйся потом, что мама тебя не предупреждала. Не буду, не беспокойся. А я, кстати, во времена раздора вроде не играла, но это что-то, вот я картинки посмотрела, похожее на казаков или героев. О, приехали. Я хотела поиграть в, по-моему, Long Journey, ну, короче, какое-то путешествие там по мирам и в долину Рос. Но они у меня как бы никаким макаром, короче, тоже не идут. Засветы какие-то, ну, невозможно. Я поэтому очень боюсь, что у нас Нэнси Дрю тоже со временем, ну, может перестать идти. Кто его знает. И было бы классно, если бы все-таки, ну, вот знаете как, я сейчас отвлекусь, и потом приступим к задаче, к заданию следующему. Но, допустим, Нэнси Дрю, если взять, у компании на самом деле просто, ну, клад. Они могут брать старые игры, делать ремастер и выпускать. Вот, готовый там сюжет, там все есть готовое. То есть бери только, там, улучшай, переделывай немножко, добавляй новые какие-то элементы и выпускай, все. И мне кажется, что, ну, многие бы покупали. Это не настолько прям, ну, мега затраты, как придумать новую игру и разработать с нуля, ну, вот сюжетку какую-то. А вот старые просто переделывать, мне кажется, это вот... Так, вы будете смеяться, ребята, но... А мама опять высылает грибы. Кто был на прошлом стриме, ребята, тот помнит. Хотя я и сказала, что у меня стрим, боже мой, у меня Нэнси теперь будет, свой Нэнси, ремастер с грибами ассоциируется. Я сейчас вам покажу. Это просто... Так. Грибы. Вот. Короче. Опята, сыроежки, что-то еще я не успела разобрать.
Ой, это, ну, да, я согласна про секреты. Но я бы хотела, чтобы они просто не взяли там старые игры, хорошее все оставили. Ну вот, например, как и с Сибирью. Сделали просто более объемно, чтобы мы могли там лучше прочувствовать локации. Опять-таки в Сибири тут же тоже не прям вот мега там 3D, скажем так, просто необъемно отрисовали и сделали вот такую небольшую возможность вот так чуть-чуть поворочить камерой. Вот, то есть это не полноценные вот эти модели, которые мы там прям обходим, еще что-то, но... Так. Момент. Вот. Ладно, я приступаю к разговору. Для меня пока что, и большая вас честь почитаю. познакомиться с вами, мадам Романская. Мне так много рассказывали о вас. Так обо мне все еще говорят? Боже мой! Конечно, все помнят, как вы блистали. Говорят, вы были величайшей певицей столетия. Не спорю, девочка моя. Но вы-то ведь приехали не для того, чтобы выворошить прошлое, верно? Знаете, я юрист, и, если честно, плохо разбираюсь в классической музыке. Но после разговоров с мистером Бородиным и мистером Малковичем мне ужасно хочется услышать, как вы поете. Вы опоздали, девочка моя. Опоздали на 10 лет. А как поживает Франк? Расскажите мне. Я до сих пор сержусь на него за то, что он уехал. Вы не обижайтесь, но я никогда не думала, что эти ковбои что-то смыслят в настоящей музыке. Не думаю, что он еще поет. Так, на праздниках, на благотворительных концертах. Но он просил передать, что до сих пор обожает вас. Обожает? Ха! Ты слышал, Джеймс? У меня еще есть поклонники, хоть и за океаном. Я никогда не утверждал, что их нет, мадам. А что тот, вот второй господин, как его, Бородин? Я его знаю. Да, вы однажды пели у него на фабрике. Если верить ему, это было потрясающее выступление. Если бы вы знали, как он в вас влюблен. Так что поклонники у вас остались и тут, в России. Должна признаться, мне было бы любопытно с ним встретиться. Но мой голос... Нет, я не могу. Кстати, у меня есть шампиньоны. Я думаю взять... Я большие такие взяла. В аэрогриле с сыром, с чесночком и в шапочку, короче говоря. А еще про грибы расскажу. Ну, у меня мама в основном ездит по грибы. И опята очень классно высушить. Ну, можно в духовке прямо. Можно, если есть вот сушилка. И потом именно вот опята, их измельчаешь в порошок, и он такой прям ароматный. Ну, я использую как вот приправу для каких-то там супов, все такое. То есть даже берешь условно шампиньончики, там обжариваешь для супчика, зажарочку делаешь, вот этой приправы с опятами посыпешь, и прямо такое чувство, что суп из лесных грибов. Вот. Я согласна, но мадам вот Романская, она еще очень такой колоритный персонаж, то есть сама по себе, я не знаю, она правда как какую-то, может быть, эпоху символизирует, то есть опера, вот какая-то старая закалка, плюс сам вот этот релабат, вот такие моменты. Так, ну скоро ужин. Сергей, скоро ужин, так что уже 7:30. Ой, 7:35, 17:30, я уже все. Так что я покушала. Я пообедала, и я приехала, пообедала и сразу к вам. Ну, давайте про Ганса спросим. Хотя, мне кажется, Джеймс у нас кинет своим вот этим котелком. Странно. У меня такое впечатление, что Ганс Форальберг появлялся и здесь. Вы знаете Ганса Форальберга? Не совсем. Я ищу его в связи с наследством. Но мне пришлось немного покопаться в его прошлом. И теперь он для меня все равно, что близкий друг. А вы его знали? О, да, я знала Ганса Форальберга. Ты слышал, Джеймс?
Ах, если бы ты хоть раз видел Ганса, моего Ганса, боже мой. Так что с ним? Где он? Из всех возможных вопросов, мадам, этот не является самым простым. Мне очень жаль, но я не знаю. Это как раз моя задача — отыскать его. И именно поэтому мне нужно как можно быстрее вернуть поезд и уехать из Комсомольска. А без поезда вам его не найти? Поезд — это его последнее изобретение, как и Оскар, машинист. Мне почему-то кажется, что они приведут меня к нему. Джеймс, ты слышал? Я могу снова увидеть Ганса. Я так долго мечтала увидеть моего любимого. А я говорила. Ах, если бы я только снова смогла петь. Если бы я оказалась в Париже, я бы пошла к Жоржу и заказала его чудесный коктейль. Верно, Джеймс? Да, мадам, вы часто говорили о нем. Если бы не этот коктейль, ваше французское турне было бы сорвано. Не понимаю. О, это удивительная история, дорогая. Как-то раз я выступала в Париже в декабре. Было ужасно холодно, и я простудилась. И как раз в тот день, когда мне нужно было петь арию Татьяны, я потеряла голос. Не знаю, как Жорж узнал об этом. Он служил в баре в отеле «Мориц». Так вот, Жорж приготовил для меня коктейль по своему рецепту. Странная была смесь, но она вернула мне голос. Потрясающе. Как раз то, что нам нужно. Давайте приготовим его. Ах, деточка, это невозможно. Жорж не сказал мне рецепт. Это его фирменный секрет. Он сказал, что это делает его незаменимым. Значит, придется поговорить с Жоржем. Держу пари, передо мной он не устоит. Элина, приятного. А я купила сегодня овсяного печенья. Мне что-то так захотелось. Я прям 100 лет овсяное печенье не кушала. Кружка 0,7, а ведро уже... Не, ну тазик, он, наверное, не знаю. Тазик, наверное, может быть и меньше ведра. Бочка. Серега, бочка 0,7. У меня, кстати, тоже раньше была большая кружка, но потом я чуть поменьше взяла. О, я, кстати, буквально сегодня на Валбересе лазила. Хочу себе какую-нибудь новогоднюю к декабрю прикольную кружечку. Ну, такую, чтобы она была удобная. У меня до этого... я до этого покупала себе кружки с двойным, дном. Наверное, все видели такие модные, которые стеклянные. И вот такие двойная стенка там. Я купила. И, пользовалась, как обычно, холодная, горячая, мешала. И в один момент, я помню, себе кофе, кстати, тоже делаю. И я смотрю, у меня... кофе ушло. Я смотрю, а там внутренняя часть, которая она лопнула. И кофе ушло вот в эти бортики. И в итоге больше я такие кружки не покупаю. Хотя они, на вид они симпатичные. А еще туда бывают какие-то штуки, там блесточки, еще что-то загонят. Интересные. Но я их боюсь. Вот. С тех пор. Так, нам нужно набрать этому Жоржу. Я же... Ой, так, стоямба. X. Вот, не то. Так. Угу. Тут надо самим все выбирать. 464. Так, 464. 336. 43. О, я добралась. Так, Алло, отель «Мориц»? Администратор слушает. Добрый день. Я бы хотела поговорить с мистером Жоржем, с барменом. Одну минутку, я переключу вас на бар. Не Феликс. Не задают Алло, вопросы. бармен у телефона. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с Жоржем. Жорж? Вы имеете в виду мсье Жоржа? Да, возможно. Он работал в «Морице» барменом в 50-е годы. Мне жаль вас разочаровывать, но мсье Жорж уже давно у нас не работает. А чем вызван ваш звонок? Мне говорили, что у мсье Жоржа есть уникальный рецепт какого-то потрясающего коктейля. Понимаете, мне позарез нужно его узнать. Это вопрос жизни и смерти. Мадам, я бы с удовольствием вам помог, но, понимаете, старина Жорж знал уйму коктейлей. Для бармена это вопрос чести.
Когда он уходил, он записал все рецепты. Вы не знаете, как называется тот, что вам нужен? Честно говоря, нет. А их там много, да? Да, Париж-Пекин, Зеленая тайна, Бока-Пока, Прекрасная Елена, Красный Мамба. Елена, мне нужен коктейль «Прекрасная Елена». Минутку, я сейчас посмотрю. Прекрасная Елена. Так, 1 мерка водки, 1 мерка голубого кюрасао, 1 мерка меда, немного лимонного сока и лед. Все смешайте и вперед. Отлично. Огромное спасибо, сэр. Вы мне очень помогли. У нас получается водка, кюрасао, мед и лимонный сок. Ой. Я за клавомышку забываю, что надо джойстик хватать. По-моему, он должен быть засахаренный. Не похоже, что эта штука работает. Да, я помню. Не похоже, что эта штука работает. Лимон. Все, ребят, я не то сделала. Сюда нужна водка. Водку мы у Борюсика стыбзили. Сюда, наверное, мед. Она поставила мед. Так, я напоминаю, что в оригинальной версии у нас она брала мед и говорит: ой, мед засахарился, нужно его там немножко подогреть. И мы как раз таки подходили вот в этот джакузи, который там стоит, и там грели бутылочку, потом ставили, видите, а в ремастере, получается, вот ту зону использовали для того, чтобы мы погрели и выгнали вот этих вот мужчин-шахматистов, чтобы забрать кнопочку. То есть тут такие небольшие изменения есть. Ну, я согласна, концентрация. Не, ну ты тоже аккуратненько. Я раньше побольше кофе пила, но сейчас я, кстати, ну, если натуральный кофе, то я в основном только утречку могу себе там сварить. А если в середине дня что-то захочется, я беру растворимый или чай, или вообще воду. Просто у меня из-за мигрени, получается, сейчас еще перепады температуры. Вечером прям очень сильно холодает, а днем, ну, так тепловато. И вот из этого всего, еще если я наверх кофе, то я, короче говоря, не встану. Так, а еще вот эти штуки, как-то это пианино управляет бутылками. И нужно что-то сделать. Я запамятовала, короче говоря, давайте поищем. Так, письмо, книга по Мерсоне, флакс для Кейт. Так, чертеж. Вот, нотная памятка. По-моему, я первый раз обращаюсь вот к этой штуке. Значит, ребята, у нас получается, нужна водка. Водка у нас, она... О, где водка? Водка, она внизу... Сколько тут клавиш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От красной получается. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, если мы берем водка. Водка у нас это вот этот вот знак нижний. И если отсюда смотреть, это у нас какая сторона? Правая. Водка у нас вторая. Вторая клавиша... Это право получается. Право, все. И нам нужен кюрасао. Вот блу кюрасао. Это у нас получается скрипичный ключ. И если брать слева, то 1, 2, 3, 4, 5. Пятый. Вот. Ну, давайте пробовать. Получается, включаем эту штуку. У нас на водке. Водка у нас вторая, я записала отсюда. Лясь. Кюрасао у нас переключаем. Кюрасао 5 отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. Хотя с водкой не факт. Знаете что? Я могла ошибиться. Водка могла быть тут, потому что у нас вот здесь есть красная точечка, ребята. Ладно. Если что, то с водкой, возможно, немножко по-другому. Так, мед, лимон.
Ну тут лимон просто, знаете, безграничный. Сколько его не давят, ему все по боку. А3, приветик. Рада видеть. Приятного просмотра. Боже, какая гадость. В каком болоте вы взяли эту В каком болоте водицу? вы взяли эту Вы водицу? что, отравить меня хотите? Это прекрасная Елена. Глупости. У прекрасной Елены совсем другой цвет и запах. И вообще она выглядит совсем не так, ясно вам? Это что угодно, но не прекрасная Елена. Понятно. Я попробую приготовить другую Ого, смесь. сколько тут бутылочек. Валерия, привет, приятного просмотра. Я бы тоже хотела на самом деле. Бесконечный лимон, чтобы еще корица из пакетика бесконечно высыпалась, там, например. О, у меня есть такая лимонница прикольная. Я купила, она в форме как маленького лимончика закрывается. Ну, так, чтобы порезал лимон, туда положил. Такая прикольная. Как-нибудь, может, потом в телегу скину. Так, я хочу еще раз посмотреть вот эту штучку. Как же она... Ё-моё, не то. Вот. Вот. Не, надо... Вот, у нас получается красная... Я знаете, как считала? Я считала, ну, если брать слева направо, то вот... Что у нас читать? Как это называется? Ой, ё-моё. Я нажимаю, чтобы название, ну, вот это верхнее на W, Вильвейн или что это? Портвейн, наверное, какой-то. А водку у нас получается просто надо от красной точки отсчитывать. Угу. Надо и тогда у меня с Кюрасао тоже... То есть у нас получается от красной точки... Красная точка у нас слева, водка вторая. А красная точка, если брать, то вверх, Блю Кюрасао у нас третий. Вы поняли, короче, от точки мы отсчитываем. Все. То есть вот точка. Поэтому первая у нас водка. Вот, вторая. Да, водка, вот этот вот, это, наверное, басовый ключ, или как он там называется, вторая. Кюрасао у нас третий. От красной точки. Третий, я проверяю, чтобы, знаете, 10 раз не переделывать. И потом у нас идет лимонный сок, мед и... я ж еще ого-го. Лимонный сок, мед и лед. Ну, кстати, да, я согласна, Элина. Для меня тоже коктейль это была, наверное, одна из самых сложных загадок. Я помню, мы с мамой вместе ее решали. А тогда еще... О, она выпила. Отлично. Мой голос. Во второй части она тоже, песня вот эта вот. А еще акцент. Господи, какой кошмар. Это ужасно. Я не верю своим Сейчас. ушам. Прекрасная Елена здесь бессильна. Голос старухи она изменить не может. Но у вас прекрасный голос. Не судите себя так строго. Вам просто нужно немного распеться. Вот и все. Вы ведь и не пели столько лет. Нет, нет. Вы добрая девушка, я вам благодарна, но я не могу выйти на сцену с таким голосом. Это будет полный провал, меня засмеют. Вам просто нужно немного уверенности, правда, Джеймс? Должен признать, мадам, что ваш голос полностью восстановился. Джеймс, ты подлый лицемер, не поддакивай. Прекрасная Елена, достижение. Да, у нас А3 это у нас Сибирь разносторонняя игра. То есть можно и приключения, и на поезде, и куча всего. И алкоголя тут всякого, винишка, и коктейльчиков, и ликерчиков, и прочего целый бар. А во второй части я вот что хотела сказать, но потом остановилась, чтобы они могли договорить. По-моему, тоже
в начале, когда начинается игра, поезд останавливается там в каком-то городе, и там внизу, по-моему, был бар, и тоже вот это же, если я не ошибаюсь, там песня была «Очи черные», там что-то такое. По-моему, это же песня была. Но вообще мне нравится момент, где Елена вот выступает в Комсомольске. Так, ну что? Вот. Для чего нам бокальчик нужен? Господи, да что же это? Мой голос и впрямь вернулся. Джеймс, ты слышал? Мой голос вернулся. Ваш голос прекрасен, как прежде, мадам. Но не забудьте, вы уже не девочка. Время взяло свое. Ты, между прочим, тоже уже не новенький, Джеймс. Надеюсь, ты найдешь чем заняться, пока меня не будет. Оставить вас, мадам, не может быть и речи. Не говори глупостей. Что тебе там делать? Твое место здесь. Будешь готовиться к моему приезду. Мадам, я не буду настаивать. Приключения не предусмотрены моей программой. Возможно, вы правы, мадам, как всегда. Я правильно поняла, что вы поедете со мной в Комсомольск? Конечно, дорогая. Мы едем на гастроли отдать якоря. Я иду к воздушному шару, приготовлю его к отлету. Джеймс, отведи меня в номер. Мне нужно подготовиться. Живее. Чего ты ждешь? Меня ждут поклонники. Вы уверены, что вы в этом уверены, мадам? Заткнись, железяка, и делай, что велено. Короче, она тоже заноза еще та. Так что они с Джеймсом просто отличный дуэт. Компания. А нам нужно, наверное, к дирижаблю идти. И, кстати, мадам Романская, она довольно-таки модненько одета. У нее юбка шоколадного такого цвета, тепло-коричневого. Ну, по крайней мере, хорошо можно было рассмотреть, когда она отдыхала на пирсе. А это сейчас трендовый цвет. Свитерочек такой. Кстати, у нее хвостик такой, чувство, что вот этими такими китайскими, ну, как палочками заколот. Короче говоря, она у нас такая модненькая мадам. Вот, не, ну... Кстати, ну вот пить-то, понятно, в больших количествах вредно, но насколько я знаю, что даже есть терапии, когда там хорошего вина наливают понемножку, что-то такое вот, и по чуть-чуть пьют. Ну, как это так? Ну, насколько я помню, не знаю, правда, неправда. Ну вот, сушат связки. Но тут, видимо, алкоголь, как бы, когда она болела, как раз ей дали, сделали этот коктейль алкогольный. Она могла там, например, условно пропотеть, и поэтому организм там чуть быстрее там подрасслабился, пришел в себя после болезни. Ну, это игра, это игра. Ну, у меня же, вы знаете, у меня с моими мигренями, короче говоря, я там ни с алкоголем не дружу, немного кофе пить не могу. Опасаюсь, я тут мало ли что. Алло, Привет, это Оливия. привет, как дела? Как вечеринка прошла? Ну как? Напились там все. Это что, все? В чем дело? Ты что, язык проглотила? Слушай, ты лучше о себе расскажи. Как движутся дела? Нашла свою романскую? Тебе не кажется, что путешествие подзатянулось? Знаешь, у меня не было времени, чтобы скучать, хотя... Оливия, да что с тобой? Ты даже на вопросы не отвечаешь, прямо сама не своя. Слушай, я тебе рассказывала, что купила эту синюю кофточку? Оливия, ты что-то не договариваешь. Говори прямо, не пугай меня. О, Кейт, прости меня, я такая свинья. Я больше ни спать, ни есть не могу, я умру сейчас. Оливия, что случилось? Это все Дэн. Что, Дэн? С ним что-то стряслось? Мы... Ты меня теперь никогда не простишь и будешь права. На твоем месте я бы тоже. Что?
Ну, после вечеринки Дэн отвез меня домой. Мы были оба... Ну, не стоило столько пить. Он и зашел-то на минутку, хотел перехватить еще рюмочку и... Ой, Кейт, ты меня не простишь. Ясно, я поняла. Это все я виновата. Я тебе не говорила, но я давно схожу по нему с ума. А ты ведь моя подруга, вы помолвлены. А потом ты уехала, и мы так подружились, что я совсем потеряла голову. Кейт, я просто умереть готова. Ладно, не бери в голову. Ты с Дэном... Это все сейчас так нереально и так неважно. Прости, Оливия, мне пора. Нужно обработать эту порцию данных. Кейт, ты что, автомат? Кейт, ну пожалуйста. Я кладу трубку. Извини, мне нужно побыть одной. Отголосок пения, достижение вылезло. Не порося не то слово. Но ведь это ж все Дэн, как она сказала. Ого-го-го. Обратите внимание на ресницы. У мадам Романской. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как я пью я вас, как боюсь я вас, знать увидя вас, я еду, кричусь. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как я вас, как боюсь я вас, знать увидя вас, я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как я пью я вас, как боюсь я вас, ночью видя вас, я в недобрый час. И все. Птичку поймали в клетку. Но жалко. Но момент вот с тем, что она поет, мне очень нравится. Один из моих вот любимых, ну, роликов. А прям поет, аж мурашки пошли, не знаю. Мне очень нравится. С акцентом, да. Но мне кажется, что вот этот акцент, он такой прямо придает какого-то шарма. Ну, как бы мне понравилось вот это вот исполнение, такой вот вариант. По поводу Оливии, Дэна, Кейт, ну, у Кейт с Дэном действительно были отношения, ну, скажем, такие себе, что на самом деле Кейт особо было как-то до него пофиг, что Дэну, ну, судя, по крайней мере, по их разговору, по телефону, то есть как они там переговаривались между собой. Но единственное, что, как вот я всегда говорю, какие бы мы отношения не были, да, вот в процессе, когда люди там встречаются, ну, не устраивает что-то, все, поставьте точку, расстаньтесь и идите на все 4 стороны, делайте, что хотите. То есть пока в отношениях, пока точка не поставлена, конечно, вот такое вот делать, это не уважать, скажем так, ни партнера, ни себя. Тут уже
Ой, Алина, ну, больше положительных эмоций. И бананы. В бананах вроде там же что-то есть такое. Это я понимаю, конечно, что это не таблетки, не лекарства, но главное больше положительных эмоций. Хотя сейчас тяжело. Постоянно что-то меняется, куча всего, что волосы дыбом встанут и выпадут. Автоматоны, вот, ну, кстати, прикольный момент на самом деле. Она поет, то есть вот это оперное пение, вот эта музыка вся уже эмоциональная, вот так вот какой-то такой подъем идет, и тут, ну так не то что подъемом, эмоционально высокие ноты так и берутся, а тут еще вот эти вот автоматоны с этими кирками, потом вот это тени, клетки, вот оно еще больше как-то нагнетает, градус повышает. Ну, прикольно они сделали. Ой, все. Кейт, помогите. Что тут происходит? Что нужно от меня этому безумцу? Спокойствие. Я что-нибудь придумаю и вытащу вас отсюда. Прошу вас, девочка моя, поторопитесь, пока он не сделал чего-нибудь ужасного. Мадам Романская, держитесь. Я вас не подведу. Так, надо идти к этому челу, и как бы... Надо было все-таки взять вот этот вот ключ-монтировку с нашего первого стримика. Но мы Кейт советовали, она нас просто не послушала. Ой, я тут недавно пробовала тортик из ТикТока, там, не знаю, в шортах, в ТикТоке постоянно выпадает. Печенье рыбки, я взяла соленый крекер, сгущенка, сметана и банан. Вот. То есть именно миксером надо, но миксер должен быть хороший, мощный, потому что сгущенку надо вареную брать, и она в сметане очень плохо растворяется. Мне кажется, вот так вот там вилочкой, если так мешать, то это очень долго, тяжко. Не знаю, вообще получится ли. Вот, а вот миксером хорошо. Все это дело залила, на ночь поставила, и, ну, прикольно получилось. Такой тортик на скорую руку, в принципе. Ну как на скорую, он должен ночь постоять, чтобы эти рыбки набухли, иначе будет невкусно. Но попробовать можно. Так, это у нас выход получается из этого, да? Угу. Она не хочет сюда проходить. Угу. Все. Он в домике, да? Стоп, или что-то тут мелькнуло, или мне кажется? Так, что это за интересы? Я вот сюда ввожу, появляется вот тут точечка. Кстати, у нас же есть отвертка. Может быть, мы что-то можем смастерить с отверточкой? Сейчас посмотрю. Горелка, не отвертка. Ох, моя дорогая, наконец-то! Я уже потеряла надежду. Быстрее не получилось. А теперь бегите, пока этот маньяк ничего не заметил. Мне еще надо вернуть в руки Оскара. Птица в клетке. Я прям как прованговала достижение. Алина, я прочитала. Все. Ну, очень грустно, но надо в любом случае осторожно быть с медикаментами. Потому что, ну, я по себе знаю, вот даже от этой мигрени, там, я разные тоже препараты пила, и чем, как бы,
там больше их пьешь, тем потом, например, мигрень, я таблеточку выпила, а как бы привыкание какое-то возникает. Вот. Поэтому я сейчас стараюсь тоже исключать какие-то продукты, там, например, шоколад. Я его люблю, но поменьше. Ну и какие-то вот такие вот вещи, чтобы максимально вот именно образ жизни немножко поменять. Ну, а тебе, наверное, просто надо больше эмоций. Но в любом случае больше положительных эмоций. По возможности. Я, конечно, понимаю, что тут там дом, работа и куча всяких таких этих и бытовых, и прочих дел, что... С вами все в порядке, мадам? Моему бедному сердцу пришлось изрядно потрудиться. Но, думаю, оно вы. Тогда давайте двигаться дальше. Да, не будем тут мешкать. Боже, это еще что за фокусы? Засранец. мисс Уолкер, Вот кто подлюка. неплохо. Но вам все равно меня не одолеть. Поэтому хватит играть в кошки-мышки, отдайте мне руки и верните госпожу Романскую, иначе я не отвечаю за последствия. Ох, напугали, меломан-убийца. Елена, хватайте руки и скорее в поезд. Скажите Оскару, пусть приготовится ехать. Я выберусь из этой гнусной фабрики. Никто отсюда не выберется! Это мы еще посмотрим. Ну что ж, Кейт Уолкер, я предупреждал. Осторожно, милая. Вы тоже и не волнуйтесь. Ну, Елена молодец, посмотрите, она не растерялась. Она там не стала ныть, плакать и все такое, что как мне там плохо. Так, вы знаете что? У меня только Кейт почему-то не хочет выходить. Так. То есть у меня камера сейчас тут застряла, и все. Я беру мышку, и мышка она не хочет ходить. Так. Так. Это первый глюк у нас? Ну, потому что я двигаюсь, она вообще никак не двигается. В теории я думала, что я сейчас мышкой вот как клик сделаю, там, шаг-клик. Но нет. Так. Ё-моё, давайте попробуем. Блин. Может выйти, перезайти? Вот Кейт, я не знаю, что-то... Что-то она не хочет. А место, да, для положительных эмоций, вот это вот, по крайней мере, оно... Так. Короче, давайте примем решение выйти в меню. И попробуем зайти еще раз. Ну, я не знаю, перезагрузка поможет? На шоколадку. Так, я слышала пилик. О, А3. Спасибо тебе большое. Так. Ага. Короче, я не понимаю. Так, ребята, если я отключу свой джойстик... Надо, наверное, перезагрузить игру. Такс. Так, большое спасибо за поддержку. Вот как раз, кстати, и шоколадочку и куплю. Завтра пойду гулять. Нервы буду лечить после вот этого вот. Тут игра нам выдает фортеля. Так, я перезагружаю, у вас сейчас должно все появиться. Буду мышкой кликать.
раз с джойстиком трабла. Хотя я не знаю, не, он работает, все в порядке. Это, скорее всего, в игре что-то. Какая-то штучка-дрючка не такая, какая надо. Сейчас попробую. О, а вот теперь, видите, я нажимаю, и она идет. Такс. Надо понять, на каком мы с вами этапе сейчас. Ага, все. Фу. Блин, непривычно немножко на мышке, но что делать? Может быть, джойстик? Ну ладно, давайте я уже так буду ходить, наверное. Джойстик не буду подрубать. Вот же игра в конце решила устроить. Фу. Я уже расстроилась тут 10 раз. Не, я сижу там улыбаюсь, держу себя в руках, но на самом деле я уже немножко прирастроилась. Я думала, блин, как так? Ну, знаете, зато посмотрим как бы старое управление, которое было. Насколько я помню, где-то должна быть такая штука, шахта, чтобы мы могли вниз съехать. У меня простой джойстик, он у меня старенький, лоджитековский такой вот. Но просто он мне очень удобный. У меня есть поновее джойстик. Я не помню, то ли это Xbox, то ли PlayStation. У меня как бы их нету, но джойстик у меня вот есть такой. Но мне вот этот удобный, как тот у меня в руках он лежит, и мне пальцы тут везде достают. Я все помню, какие где тут как кнопочки. Вот, я поэтому на нем и играю. Он как бы хоть и проводной, но все равно мне нравится. Вот. Да, Валерий, да. Не, ну, я просто раньше я могла побольше. То есть я, допустим, покупала себе там, могла плиточку и это. И так вот чай пью, оторвала плиточку, там нутеллу какую-то купить, еще что-то. Вот. То сейчас как бы, ну, вот так вот поменьше. Я, кстати, давно себе шоколад не покупала. Я в основном вот сейчас покупаю, если брать там сладкое, то Фу! Ё-моё, так ляснулось в уши. Взрыв-то этот, ё-моё. Маршмеллоу, короче говоря. И зефир. Ну, кстати, я обожаю зефир в шоколаде. Я не помню, какая фабрика. Я потом посмотрю. Белорусский, по-моему, бобруйский. Очень вкусно есть зефир в шоколаде. Он в такой розовой упаковке. Мне он так нравится. О-о. Hello, my friend. А как же эпично пробежаться, упасть, там прикрыть голову руками, что типа... Вот, 3 шоколадки. А мне нравится это... Блин, как же ж её? Есть еще шоколадки такие, по-моему, Милка, такие, которые большие. Они есть с орехами. Мне нравится вот такая простая Орео, короче говоря. Это Милка Орео. Вот. А раньше мне очень нравились шоколад и конфеты, но давно. Сейчас они у нас пропали. Рошен или что-то такое. Не помню, как они точно называются. Но сейчас, ну, они у нас очень давно пропали. О, шарлоточка, это хорошо. Мне еще нравится какой-нибудь вот белый налив в яблоке. Они такие очень сочные, и они как бы сладкие, ну, так, но немножко с такой кислиночкой специфической, прям вообще круто. У меня у мамы яблоня на даче интересная. Получается, у нее яблоня, а к ней привиты 3 разные сорта. То есть 3 разных сорта яблок. Вообще прикольно. Короче говоря, с этой вот всей садоводческой темой очень интересно.
Так, тут у нас ничего нельзя взять, посмотреть. Хм. Нет, ладно. Погнали посмотрим, насколько там с руками у Оскара дела как обстоят. Ну вот тут я уже вижу, вот штифты вылезли металлические. Где Оскар? Там шарниры свои чистят. Ну давайте поболтаем. Блин. Вот я как вам и рассказывала, меня вот этот вот истукан очень пугал в детстве. А как ответить? О, надо нажать. Я же сейчас с мышкой играю. Алло, Кейт, привет, это Дэн. Как дела? теперь все в порядке, спасибо. Вот пару часов назад мне пришлось вырывать одну пожилую оперную диву из лап чокнутого маньяка и убегать из заброшенной шахты. Господи, вспомнишь, вздрогнешь. Можешь мной гордиться. Кейт, я ничего не понял. Я тебя не узнаю. Неважно. Как у тебя дела? Да все в порядке. Сходил в ресторан с Гольдбергами, выиграл наконец-то у Боба в сквош, домработница кокнула вазу в прихожей. А так, ничего нового. Ясно. Так все в порядке? Да, все в порядке. Не скучаешь без меня? Да, конечно, скучаю. Я говорила с Оливией, она немного расстроена. Мгм. Тебе нечего мне сказать? Не знаю, что на меня нашло. Прости, Кейт, все произошло так быстро. Я просто не мог с собой совладать, понимаешь? Не знаю, сможешь ли ты меня простить. Я вел себя как последний ублюдок. Не знаю, Дэн. Может быть, я сама во всем виновата. Может, это я тебя... Что с нами сталось, Кейт? Может быть, мы просто поняли, что не любим друг друга? Мы могли бы поговорить, когда ты приедешь, если ты только хочешь. Не знаю, Дэн. Поживем, увидим. Кстати, я ничего не делала, она не договорила с ним. Но мне так нравится, как это не я, так получилось. Всё, природа меня толкнула. Мадам Романская, вы в порядке? Я ужасно рада, что все обошлось. Я тоже, детка. Господи, на кого вы похожи? Встрепанная, грязная. Ну, разве может приличная девушка разгуливать, как трубочист? Знаете, было как-то не до этого. А почему поезд не едет? На вашем месте я бы кончила болтать и поторопила машиниста. Я хочу домой. Как скажете, мадам. Ну, мадам Романская молодец. Что случилось? У нас... Так, я хочу выйти из поезда. О, вот. Мышка непривычно. Мне кажется, все-таки на джойстике было поудобнее управляться. Так что, если решите ремастер проходить, то лучше на джойстике перепроходите. С мышкой не так удобно. Оскар, почему мы встали? Между ногами статуи опустилась массивная решетка. Пути перегорожены. Не может быть. Этот псих что же никогда от нас не отвяжется? Пойду посмотрю, что делать. Слушай, про Ocean Gate я, новости, понятное дело, слышала, но ты имеешь в виду, Сергей, что там прямо, управление осуществляется действительно по геймпаду? Ну, то есть они там, опять-таки, удаленный доступ, вот это вот все. Я просто не знаю, как бы в этой теме, как бы всей, что там как осуществляется. Я думала, что там большая приборная панель, и они там все это дело. Но у меня сейчас и вот джойстик Logitech, и мышка то же самое. Ну, в принципе, у меня до этого были еще наушники, такая гарнитура, скажем, такая офисная, USB-шная. И она была вполне-таки себе хорошая. Мне понравилось. Ну, уже старенькая, то есть ей там, она мне очень долго продержалась. Так, у нас проблемы. Блин, короче, ей не нравится мне же мышкой управлять. Я сейчас попробую еще раз подключить джойстик. Если вдруг он будет артачиться, то тогда я возьму... О, все, нормально.
Вот. Всё так удобнее, гораздо удобней. Так. Нет, ну там как батискаф, скажем, что-то, да, вот такое вот. Там, если я правильно это терминологию. А вот так вот посмотришь, ну, на фотографии, и кажется, как будто они такое игрушечный такой прямо. Ну, это жутко. Но мне кажется, ну, я знаю, что тоже какие-то вот небольшие туристические погружения на самом деле много где есть. Ну, не такие глобальные, а такие более простые. Но я бы, наверное, не решилась. Я как-то мне было бы жутковато. Но с другой стороны, это красиво и интересно. Ага, сюда она уже идти не хочет. Если я не ошибаюсь, Кейт как-то... О, вот она. Все, ребят, я и помню, что в классике она взорвала ножку. Вот с джойстиком я единственный... Мне вот в редике, когда я играю, а я играю на мышке. Ну, вообще в игры, где надо стрелять. У меня с джойстиком, короче говоря, очень плохо получается стрелять куда-то. А вот, например, всякие там соусы, игры типа Elden Ring, то... Ну, в Elden я, кстати, много играла. Мне он нравится. Но его, если проходить, то это надо, я не знаю, насколько. Оскар, сваливаем отсюда живо! Вас понял. Полный. Но соус игры, наверное, только на джойстике можно играть. Вот экшен под конец игры. У многих получается, а как раз вовремя достижение вылезло стрелять. Ну вот. А у меня, кстати, есть Ведьмачок 3 в Стиме. И там Кровь и вино. Мне это дополнение нравится. Я, правда, 100 лет назад играла уже. У меня диски есть. Я вам фоткала их в этом, в телеге. Ну, как бы сейчас у меня очень много всего, конечно, в Стиме. Там как бы я перекупила. Удобнее просто. Так, давайте послушаем диск, который мы... Диск. А я уже диск. Валик вот этот вот. Почему? Валик же, который был с Комсомольска, если я не ошибаюсь, я его не слушала. Это Владиленин Валик. Так, Комсомольск, значит, вот этот Валик. А мы, когда только приехали, на лесенку забрались на этого большого истукана с серпом и молотом. Это Баракштадт. Вот Комсомольск. И там в каморке, по-моему, был вот этот Валик. Я его еще не слушала. Мы потом поехали в Орлабад, и все закрутилось. Что давайте слушать. Дорогой Ганс, какое счастье получить от тебя весточку после долгих лет войны. Значит, ты теперь работаешь на русских? Здесь про них ходят очень тревожные слухи. Но это не важно. Главное, что ты жив и здоров. От одной мысли об этой твоей закопченной фабрике я начинаю кашлять. Хорошо, по крайней мере, что твой талант оценили по заслугам, а созданные тобой автоматы избавляют людей от черной работы. Сделать чью-то жизнь хоть немного легче с помощью машин – поступок истинного Фаральберга, и я очень тобой горжусь. Владилена постепенно возвращается к мирной жизни. Возвращаются домой солдаты, хоть и не все. Город начал оживать, но нужны еще годы, чтобы память о войне изгладилась и боль прошла. Целую, Анна. Когда пошли фотографии, ну, которые такие живые, мне сразу Гарри Поттер вспомнился, как вот эти вот все
живые картинки в газетах, фотографии. Ну, кстати, вторая часть, она ж у нас как раз такая зимняя, холодная. Короче, все, ребята. Я разбираюсь вот с FPS, потому что, в принципе, там все нормально, все разговаривают, все уходит, только нужно с FPS разобраться. Короче, разбираюсь с FPS, и будем с вами играть во вторую часть Сибири. Ну, как раз заодно по свежей памяти после ремастера, я думаю, будет прикольно. А, кстати, тут вообще много прикольных деталей. Вот тут у нас показывали Сталина, да. А, я не помню, я, наверное, не обратила ваше внимание, когда мы были в Комсомольске и Борюсика в космос отправляли, то там вот это вот пульт управления, куда мы вот в комнату, где кровь Кейт свою как бы сдала, и там карты были, и там была карта, по-моему, штатов. Если я не ошибаюсь, можете посмотреть. Короче говоря, тут в Сибири очень много всего прикольного, если так. Но в целом у нас за игру было только, получается, вот глобальный один баг вот сейчас, где она застряла. И такой полубаг, это вот я тоже стрим, когда начинала, вот сейчас в Орлабаде, в некоторых моментах немножко игра подфризивала, но в целом... Ты в порядке, Оскар, цел? Чувство юмора не заложено в мою программу, Кейт Уолкер. Вам бы следовало об этом догадаться. Оскар, хватит, перестань дуться. Мы вышли из этой переделки целыми и невредимыми, и даже, можно сказать, с блеском вышли из положения. Вы правы. С огоньком. Сказать так можно. Эй, а что это ты делаешь на платформе? Не похоже на тебя. Я собирался слегка проветриться и очистить свои суставы от накопившейся пыли и паутины. Но этот ветер с моря просто ужасен. Думаю, лучше вернуться в наш теплый и уютный поезд. Ну Да, да, Масия. и оставаться там пожизненно. Оскар, мы можем ехать дальше? Можем, Кейт Уолкер, только сначала нужно завести пружины поезда. Разумеется. И как это я забыла? Сию минуту, сэр. Ну, давайте спросим, как ему Елена. Может быть, про Джеймса она ему рассказывала. Оскар, мне так жаль, что ты не слышал, как поет мадам Романская. Это был чудесный концерт. Не знаю. Эмоции не заложены в мою программу, Кейт Уолкер, и вам это прекрасно известно. Ну, иногда я в этом сомневаюсь. Ну, на самом деле, да. А что он про Орлабад? Ну, я думаю, он начнет сейчас рассказывать нам про соль. С тех пор, как я здесь была в последний раз, погода изменилась. Ветер спал и пошел снег. К сожалению, я не сопровождал вас во время вашего первого визита в Орлабад, Кейт Уолкер. Вы бросили меня на произвол судьбы на той ужасной фабрике. Оскар, знаешь что? Ты меняешься. Ты, может, сам не замечаешь, но ты изменился. Перемены не заложены в мою программу, Кейт Уолкер. До встречи, Оскар. Я буду ждать вас, Кейт Уолкер. И на самом деле идея хорошая. У меня вообще такая мечта есть купить какой-нибудь автодом. При условии, например, что есть дом основной, обычный, и как раз-таки какой-то такой небольшой автодом, чтобы можно было когда-то выехать. Ну вот, например, в Беларуси есть Брославские озера. Там очень красиво, там, ну, с палатками часто приезжают, но было бы, конечно, удобнее, например, в каком-то таком автодоме приехать, чтобы там и санузел, ну, скажем, такой был, и можно было и поспать с комфортом. Плюс можно было бы и даже Кэти, кошку, с собой взять, вот, или там в какую-нибудь Карелию махнуть, было бы тоже, я думаю, круто. Но, естественно, у нас пока вот этот вот автодом, ну, туризм вот этот не так сильно развит,
Поэтому какие-то вещи там типа набрать воды, подзарядить какие-то аккумуляторы, ну не так развито, но все равно было бы, конечно, прикольно. А на поездах, особенно современных, они же очень комфортабельные. Боже мой, я уже как Феликс Сметана. Это, конечно, круто. Но как бы сколько стоит поезд, я даже и знать не знаю. И куча всего, там, наверное, что разрешение на использование, не знаю, рельсов, еще чего-то надо. Наверное, вряд ли так просто это разрешат кататься. Да вообще, кстати, частные поезда не бывают? Наверное, бывают. А вот автодом даже не, ну, как бы простой какой-то, все равно. Не дешевое, очень дешевое удовольствие. Ну и плюс, я говорю, нужно, чтобы было место, где его хранить. Поэтому вот и мысли такие, если там когда-то будет там, ну, дом, ну, или какой-то дом, может, чуть попроще, типа дачи, ну, все равно вот гараж, тогда можно будет поставить. Очень красиво, кстати, когда Кейт болтала с Оскаром, то вот как-то вот так показали Арлабад. Блин, я обожаю, ребята, снег. Если в этом году снега не будет, я буду плакать. В том году у нас была какая-то такая ужасная теплая зима, и снега практически не было. А раньше, блин, зимы были минус 20 спокойно. Вот так, по-моему, как-то кадр был. Так люблю снег. Тут прямо это инеем уже подморозило. Прикольно. Ну, короче, все точно во вторую часть будем играть. Анопка хорошо выиграл дуэль воздушно, а точнее не дуэль, потому что против него было 2 игрока сборной Франции. И вот Анопка молодец, не дал надеть. А этот все футбол смотрит. Так, я не могу попасть. Я вернулась. И знаменитость ваша со мной, как и обещано. У нас по дороге была парочка проблем. Я так и понял, что на этой фабрике что-то стряслось. Никогда не видел мадам Романскую в таком состоянии. Руки дрожат, глаза зеленые. У вас тоже не слишком бодрый вид. Мягко сказано. Поездка была это что-то. Я вам потом как-нибудь расскажу. А теперь мне пора в дорогу. Что, уже уезжаете, да? А может, отдохнете хоть немного? Я бы поселил вас рядом с мадам Романской. Хотите? Вы так добры, мистер Феликс. Понимаете, я отказываюсь вовсе не потому, что мне так хочется. У меня и в самом деле нет времени. Меня ждет мой машинист. Счастливого пути, мисс. Ну, надеюсь, еще увидимся. Может быть. Контрольный перед чемпионатом мира, а еще и очень-очень... Ну, До свидания, мистер Феликс. Так вы что, вы не передумали, не? Я бы вам королевский люкс уступил с королевской скидкой. Одеялко дам. Большое спасибо, но мне пора ехать. но мне кажется, от одеялка это грех отказываться, понимаешь ли. А, я не могу открыть окно. Надо было соглашаться. Короче, красота. Прям вот красиво отрисовали. И снежок пустили. И вот этот вот мягкий свет приглушенный. Ну, прям все. Даже прощаю вот этот вот глюк игре, который был на фабрике. Так. Ну, нам, наверное, к Оскару надо. А, я ж не завела поезд. Точно, нюанс. Тут все быстренько, хоп-хоп. И, по-моему, он даже сам у нас задвигается. Короче говоря, тут полный сервис. Вот, я говорю, все автоматизировано. Тыц. Наверное, к Оскару. Привет, Оскар. Здравствуйте, Кейт Уолкер. Оскар, по-моему, все готово. Можем ехать. Вы удобно уселись? В таком случае мы можем запустить механизм и отправляться в путь. Вскоре я прокомпостирую ваш билет. Оскар, ты можешь дать мне хоть немного отдохнуть? Мисс Уолкер, подождите, не уезжайте, мисс Уолкер!
Мистер Феликс, что случилось? Что-то с мадам Романской? Не-не-не-не-не-не. Наша звезда цветет, благоухает, пахнет, как роза. Для вас пришла посылка на наш адрес. Я и говорю себе, Феликс, поймай ее, пока она не уехала. Посылка? Для меня? Это невозможно. Не-не-не-не, на ней написано для мисс Уолкер, вот, черным по белому, все. Что же вы мне раньше не сказали? Так она только что пришла. Ясно. А кто ее доставил? А кто? А я не знаю. Я отлучился на несколько минут. Понимаете, шел решающий матч. Прихожу, она на стойке лежит. Вы уж заберите ее, хорошо, а? Ладно? Хорошо. Так. Ну, я говорю, этот Феликс, он, ну, такой веселый персонаж. Хоть ты все его диалоги в шортс, ну, записывай каждый. Ну, как он Кейт под люк позвал. Ну, горшок перевернули. Ой, ну красота, красота. Короче, остаемся тут еще на пару часиков, будем любоваться снегопадом. Так, посылочка. Он нам ее выдаст? А, вот посылочка. В принципе, давайте его не будем отвлекать. Мы... О! Особая посылка достижения. Алло, Кейт, где вас черти носят? мистер Марсон, ну, пожалуйста, поймите. Что я должен понять? Я и так все понимаю. Во-первых, наш клиент готов разорвать соглашение, если все не будет улажено в ближайшие 24 часа. Во-вторых, это влетит нам в копеечку. В-третьих, я сильно ошибся, когда доверил вам это дело. Вот что я понимаю. Да, я знаю, что это все так и выглядит, но... Никаких «но», мисс Уолкер. Вы уже столько времени не можете найти какого-то несчастного старикашку. Знаете, он вовсе не старикашка, он великий изобретатель. Хватит болтовни. Мне не нужны ваши оправдания. Мне нужны... Я все поняла, мистер Марсон. Я постараюсь вас не подвести. Хм. Мяч вышел из игры. Так, Зидан, вот видите, сейчас повтор, пытался нанести удар по воротам. Алло, добрый день, отель Кронский. Феликс Сметана у телефона. Да-да, мадам. Да. Она сейчас здесь, передо мной, мадам, как живая. Да, сию минуту. Шо вы? Шо вы не стоит, мадам, шо... Чемпион мира открывает новое мероприятие. Мисс Уолкер, мадам Романская ждет вас в баре и просит поторопиться. Спасибо, иду. А вы обратили внимание на телефонный провод? Это проводелла. Команды Туниса 5 июня. Огромный такой. Мне кажется, такими можно тыдыщ и убить. Так, ну что, к мадам. Ну, можно не торопиться. А, кстати, как... А, ну хотя, наверное, нет. Тут я подумала, может, слегка потемнело, но это... И снег виден в окошках. Мадам Романская, вы хотели меня видеть? Наконец-то, дорогая моя, я хотела с вами поговорить, прежде чем вы уедете. Понимаете, я бы не хотела, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. Несмотря на неудачу в Комсомольске, я вам искренне благодарна. Вы помогли мне на время забыть об этом мерзком курорте и о пляже, где я валяюсь весь день, изнывая от скуки. Я рада, что вы не сердитесь. Время летит так быстро. Сначала ты на вершине славы, и тебе кажется, что это навсегда, а потом все рушится, и тебя забывают. Мадам, не стоит быть такой пессимисткой. Это вам не к лицу. И если рядом нет никого, кто мог бы помочь, для тебя наступает долгая и холодная зима. Может, вам просто стоит отдохнуть? Нам пришлось нелегко, столько всего. Вы, наверное, просто устали? Когда я вернулась, Ганс научил меня радоваться жизни. Он ведь тоже болел. Вы бы слышали, как он кашлял. Он ведь провел столько времени на фабриках, надышался там дымом. Потом ему стало лучше, и он уехал. А я осталась здесь.
вместе со своими воспоминаниями. Ганс Форальсберг? Ганс был такой жизнерадостный, такой беззаботный. Конечно, он был слегка не в себе, как говорится. Это был ребенок. Ребенок, который делает прекрасные игрушки. Наверное, я влюбилась в него. А теперь он бог знает где. Слышали? Прибыл самолет с продуктами для гостиницы. Может быть, вы сходите посмотреть? Зачем? Я стара, я устала. Мне было приятно увидеть вас, Кейт Уолкер. Но... Жалко, когда она До так вот- свидания, Джеймс. Присматривай за мадам Романской. Для этого я и предназначен, мисс. Да сопутствует вам удача. Снег — это добрый знак. Правда? Когда идет снег, ветер утихает. К тому же снег скрывает соль и песок. Воздух становится чище. Идеальные условия для прогулки. Отлично. Спасибо, Джеймс. Жалко, она вот разговаривала с поднятой головой, так прямо, а потом, когда она уже все осознала, что приключения закончились, она как-то так осунулась. Эх, поникла. Это грустно. Мне кажется, видите, уже ей не нужен респиратор. Не зря я снег люблю. Даже Джеймс сказал, что снег — это хороший знак. Ну что, ребята, вон наш клиент. Добрый день, сэр. Мистер Форальберг? Ганс Форальберг? А, вы привели сюда поезд. Это хорошо. Мистер Форальберг, вы себе не представляете, как я рада вас видеть. Меня зовут Кейт. Где Анна? Ваша сестра скончалась, мистер Форальберг. Мне жаль, очень жаль. А, понятно. Иначе это она бы приехала, так? Она, а не вы. Полагаю, вы правы, мистер Форальберг. Меня зовут Кейт Уолкер. Я... Кейт Уолкер. Понятно. Я уезжаю на поезде. Уезжаю далеко. А куда вы едете? Туда. Искать Сибирию. Сибирия. Мистер Форальберг, мне поручили оформить продажу вашей фабрики в овалоделение. Понимаете, это моя работа. Анна говорила. Автоматы. Их больше не будет, так? Мистер Форальберг, фабрика принадлежит вам, и для оформления сделки мне нужна ваша подпись. Понятно. Тогда я уезжаю на поезде. Вот договор о продаже. Вы можете его посмотреть? Ваша сестра была согласна со всеми условиями. Нам нужна только ваша подпись. Как? Вы подписываете, не читая? Я не умею читать. Не знаю, как это делается, Кейт Уолкер. Ну, если так, тогда давайте я вам его прочитаю. Нет, все в порядке, не надо. Мне нужно уехать на поезде, Кейт Уолкер. Как пожелаете, мистер Форальберг. Желаю вам счастливого пути. Телефон нас не покидает всю игру. Алло. Слушайте, Кейт, я высылаю вам подкрепление. Не нужно, мистер Марсон. Что значит не нужно? Ганс Форальберг только что подписал бумагу. Все в порядке. Вы что, хотите сказать? Ну да, исключительные права на производство и технологии Форальбергов теперь принадлежат игрушкам по всему свету. Да это же прекрасно, Кейт. Отлично, вы просто молодец. Я знал, что на вас можно положиться. Поздравляю. Спасибо, сэр. А теперь немедленно возвращайтесь. Я хочу, чтобы завтра же этот договор лежал на моем столе. Секретарша сейчас будет договариваться о встрече с игрушками. Вам же наверняка захочется вручить им контракт самой. Да, пока не забыл. На дело со Сванским аэропортом пока никто не назначен. Это будет громкий процесс. Великолепная возможность сделать карьеру.
Если хотите, оно ваше. Считайте это моим способом сказать спасибо, Кейт Уолкер. Спасибо, вы так добры. Кейт, вы можете стать отличным юристом. Ну, до завтра. Еще раз поздравляю. И не потеряйте бумаги по дороге, хорошо? Вот это был бы номер. Да уж, сэр. Кейт Уолкер, Да, мистер Фаральберг? вы поедете со мной на поезде, Кейт Уолкер? Нет, нет, спасибо, мистер Фаральберг. Но для меня это приключение закончено. Плохо. Глупо. Вы не любите приключений, да? Ну, не совсем. Я хочу сказать, может быть, на этот вопрос не так-то просто ответить. Да. Мне нужно возвращаться в Нью-Йорк. Меня там ждут, понимаете? Понимаю. Самолет. Он тоже полетит в Нью-Йорк. Правда? Может быть. Я лучше попробую это уточнить. Так будет разумнее. Наверное. До встречи, Кейт Уолкер. Да, до встречи, мистер Фаральберг. Новое начало. Искательница приключений Кейт Уолкер. 2 достижения сразу выпало. Драма. А3. Гигантское спасибо. Ты просто проспонсировал очень много за Сибирь следующих игр. Но сейчас, наверное, я жду в Стиме еще там у меня парочка в списке желаний лежит. Так что, когда скидочки будут, чтобы побольше просто закупить. Так что нас ждет очень много всего интересного. Спасибо тебе огромное. Да. Завершили мы нашу Сибирьку. Ну, мне очень понравилось. Несмотря на то, что были какие-то, ну, вот на этом стриме у нас технические моменты, вот когда там она зашла в тупик, не могла выйти, но в целом все это хорошо, и круто они отрисовали то, что можно... То есть они взяли старые, но его улучшили в целом, поэтому мне очень понравилось. Ну да, оно грустно, что вот это уже все завершилось, вот этот этап приключений, но я говорю, что все правда, ребята, я сяду, я разберусь, как сделать... Ну, FPS вот этот, боже мой, я уже все, у меня уже язык заплетается, ограничить. И мы с вами во вторую часть тоже поиграем. А про руль, ну, кстати, у меня есть игра ATS, American Truck Simulator, ну, мне как-то иногда интересно зайти там что-то поездить, вот. Я думала руль купить, но не знаю, может быть, когда-то я до него доберусь. Пока у меня только мышка, джойстик и клавиатура. Очень круто. Она душевная, глубокая, крутое музыкальное сопровождение, озвучка, колоритные герои. И как-то вот проникаешься. Вот. И я очень рада, что вот ремастеры потихонечку делают. Это классно. Значит, игра, я говорю, что с нами еще какое-то время будет. Но неожиданно. Я не ожидала, что выпустят ремастер вот до того, как-то я новость почитала. Я думала, что выпустят 5-ю часть продолжения, и все. Они вот решили... Ну, наверное, это... Как это? Это как это... Ну, как и у Резидентов тоже. У них же идет ремастер, новая игра. То есть, может быть, и тут они
вот, взялись за такое вот. А, кстати, ребята, вы хотите продолжение Silent Hill, который мы начинали? У нас стримчик был Silent Hill F. Вот. То есть вам интересно продолжение? Чтобы мы, ну, допрошли. Тоже на стримчике. Просто я, как бы, мне кажется, я не так хорошо вроде дерусь с этими монстрами, но с другой стороны, и игра это очень похожа, ну, как по мне, по ощущениям, на какой-то соус. Поэтому в целом уклонение, там, стукнуть, ну вот, как вам? Ну и это, и вторую часть Сибири мы, может, тоже с вами вот так на стримчике пройдем. Я буду очень стараться делать, ну, хотя бы 1-2 стримчика в неделю, правда, буду очень стараться. Посмотрю по времени, а просто сейчас, чем ближе Новый год, тем как-то более насыщенно идут события. Я еще, по-моему, вам рассказывала, что у меня есть неделька отпуска, и вроде как мне должны ее в декабре выдать, поэтому... Но я могу и в этом, и по поводу Silent Hill, я могу это в Телеграме просто голосовашку сделать. Ну да, вот, Сергей, я тоже, мне как-то вот показалось, что они как бы попытались все смешать в одну кучу, но в итоге получился, да, вот такой вот соус какой-то. И в целом как-то, ну, чего-то там страшного, вот как вот Silent Hill так вот нагнетает, там ты слегка не понимаешь, но как-то жутко. То есть вот в этом вэфе такого нету. Ну, из первого стрима меня напугало ведро. Потому что мы шли, а потом пустое ведро покатилось по улице неожиданно. Ну и то, это потому что ты сосредоточен, и то что-то, ну, такой скримерочек. Вот. Ну вот эти монстры меня вообще не пугают. Потом вот этот сюжет... Ну, тоже понятно, что там героиня пытается себя там, наверное, найти и все такое, ну, как-то вот не пугает. Именно в плане страшности не страшно. Но скримеры мне даже, наверное, страшнее было... О, в Нэнси Дрю, в нашей, которую мы текущее проходим, в замке Малой, там он то ворона полетит, то вот эта женщинка выпрыгнет. Вот. В общем, ладненько, ребятки, давайте будем тогда заканчивать. По поводу Silent Hill я напишу, ну, сделаю голосовашку. И вторую часть Сибири я вот постараюсь в ближайшее прям время засесть и технически разобраться со всеми этими местами. Если вдруг вопросы будут, я вам буду в телегу писать. Вот. Я стараюсь разбираться, но это не прям, конечно, мега хорошо во всем этом разбираюсь. Ну, будем разбираться вместе тогда. В общем, огромнейшее, ребята, вам спасибо, что были со мной. Я надеюсь, что игра вам понравилась. Ну, вроде, как мы с вами общаемся, то вам понравилось. Ой, Сергей, Элина, Атри. Так, Валерий. Я надеюсь, я всех назвала, кто у меня был. Но если кого-то пропустила, то не обижайтесь. Я, значит, могла кого-то упустить. Огромнейшее вам спасибо, что были со мной, что проходили эту игру, потому что, когда мы так вот болтаем в чатике, это намного, ну, для меня веселее и интересней. Я очень рада, что так получилось. Да, вместе лампово посидеть, поболтать. Ну, по поводу следующего стримчика мы тогда с вами уже в телеграмчике обсудим, какая это будет игра, когда. Ну, в общем, скоро, я думаю, увидимся. Отдыхайте. Суббота. Завтра воскресенье, можно хоть отдохнуть. В общем, всех обнимаю и до скорого. Всем пока-пока.